Всем привет! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. И если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Друзья, сегодня я нахожусь на территории реки Свисач и приехала рыбачить сюда с фидером с самого утра. Сейчас я уже обосновала свое место. Сейчас я уже сделала стартовый закорм, навязываю крючок и начинаю ловить. Может попасться здесь плотвичка, может попасться подлещик, может попасться карасик. Вот. Не знаю я даже на что рассчитывать. Сегодня выходной день, поэтому проведем время на рыбалке. Здесь есть небольшое течение. Так. Оп. Поводочек. Монтаж у меня сегодня инлайн. Наденем парочку хорошечных таких мотылей. Так, корм. Надо будет его доувлажнить, ребят. Потому что как-то, кажется, немножко уже выпил воды. 2 увлажнения ему только дала. Так, все. Глубокое место. Глубина в месте ловли где-то около 5 метров. Смотрите, как уже все зазеленело. Рыбка какая-то не растет. Я предполагаю, что это карась, скорее всего. Вот водичка относительно теплая, относительно других водоемов, в которых я щупала водичку. Здесь вода относительно теплая. Так, ребятки, первая рыбка. Что-то тут большое. Я думаю, что возможно либо подлещик, либо густерка. Снова ставлю белую и красненького опарыша. Это была первая поклевка, которая последовала где-то минут через 5 после перезаброса. Я могу вам сказать, что рыба подошла только минимум через час после начала кормления. Поводок у меня сантиметров 60, клюнул на белого опарыша с красным. Я поменяла кормушку, уменьшила ее кормоемкость. Небольшой подлещик или густера, это густера, ребят. Сейчас мы его
извлечем. Хорошая кусок рыба. Шестерушка, которая клюнула на пучок мотыля и красного опарыша. Можете вот посмотреть на состояние сейчас моего корма. Посмотрите, что в нем сейчас там находится. Я, конечно же, хочу какую-нибудь крупную рыбу, поэтому продолжаю кормить, добавлять кукурузу, животный компонент, чтобы, если что-то придет на точку, оно там задержалось, у меня была возможность это поймать. Есть. Немного времени прошло после перезаброса. И последовала поклевочка, смотрите. Больше всего похавала, пожмонькала красного опарика. Опять поклевочка, ребят. Ну, что-то даже подлещик. Опачки. Или это густершка. Вообще точку я нашла маркерным грузом, а сейчас хочу посмотреть, на какой глубине я ловлю. Есть ли там рыба, есть ли какие-то колебания в рельефе, либо в глубине, либо вообще есть вообще там рыба есть, ее нет, косяк, не косяк. Давайте посмотрим. Короче, оп, сейчас. Посмотрим мои кипера. Вот я включила Wi-Fi, и у меня произошло автоматическое соединение с дипером. Единственное, что нужно сделать для того, чтобы он включился, не надо его не раскручивать, ничего, просто опускаешь его в воду, и он автоматически включается.
Отлично. И пускай он плывет и сканирует. Глубина 5,2 метра, дно равномерное, плывет рыбка на глубине 2,4 метра. Ага. Так рыба в пол воды, да, торчит. Надо, значит, для ней поводок ставить. Видите, как решает? Смотрите, вся рыба в пол воды. О, смотрите, какая большая рыба. 2 метра. Либо она потом пойдет кормиться, либо нужно ее спускать. Стая рыбы пошла. Это приблизительно в том месте, где я кормлю. И видите, и все равно рыбка там стоит в пол воды. Снова поставила такую большую 50-граммовую кормушку с большой кормоемкостью. Глубина большая. Я уверена, рыбы там много должно быть, если будет. Надо же как-то на точке задержать. Так. Давайте минутки 3 теперь подождем. Ребят, клюет на 2 опарыша. Пучок мотыля, который я закрываю одним красным опарышем. Слежу за тем, чтобы корм был влажный, и по мере того, как расходую мотыль, добавляю его сюда. Чуть подрезаю, чтобы он кровь давал, и вот так вот распределяю по корму, перемешиваю в корм. Получается вот такая вот каша. Приятная на ощупь, пушистая. Погода пока хорошая, рыба приходит набегами. Благодаря дипперу мне удалось получить 2 поклевки. Почему? Потому что я сделала длинный поводок, потому что увидела, что рыба стоит в толще воды, и поймала 2 подлещиков. Ну и также оператор тоже, благодаря увеличению длины поводка, поймал тоже 1 подлещика. Сейчас вот пока не клюет, какие-то постоянно паузы, постоянно нужно что-то перебирать, что-то придумывать. То есть нет такой стабильности, что ты что-то делаешь и оно клюет. Все время что-то выдумываешь, все время что-то меняешь по наживке. Есть, ребятки. Прям чуть-чуть даже пошатнула со стоечки. Не знаю, будет что-то больше или нет, но вот рыбка какая-то идет. Чуть-чуть увеличили размер. Немножечко. Это уже полулежчик. Красавчик. Там сейчас стая, потому что поклевка следует за поклевкой. Предыдущую не реализовала, а вот эту уже получила. Красавчик.
что, друзья, все готово. Ой, какой вкусный шашлычок, ребятки. Пойдемте кушать быстрее отсюда. Божественно, он очень сочный, он очень вкусный. И грибочек. Это очень вкусно, ребят. Всем приятного аппетита, если вы вдруг ко мне присоединились. Нет ничего круче шашлыков. Только сало, конечно. Ребята, какая-то рыба. Лещ. Ну как лещ? Полулещ. Оп, сейчас, ребятки. Ой, хорошенький, хорошенький. Идет хорошенький. Хорошенький, хорошенький. Оп, ну, успела помниться. И я милым жестом своих рук завела его под сак. Ну что это? Слушайте, ну это типа лещ, да? Вот такой вот красавчик. Потом на фотосессию пойдет. Крутяк, крутяк. Слушайте, не зря сейчас себе тут поводок навязала, новый успела. Думала поставить подлиннее. А он и так стоял, висел, так сказать, на моем поводке. Вот оно затишье, с чем связано. Подошла рыбка немножко покрупнее, это хорошо. Ну, небольшой, конечно. Не такой бы, как хотелось бы. Хотелось бы побольше. Но это тоже прекрасно. И надето у меня было опарыш белый, опарыш красный, мотыль и снова опарыш. Ребятки, попшикала новым запахом. И произошла поклевочка, и что-то там сопротивляется. Даже чуть-чуть. Но сильно бьет головой. Если сильно бьет головой, значит это что-то небольшое.
Так, народ, я не знаю, что это у меня за рыба, но у меня только что была поклевка на червяка. Что-то небольшое, конечно, но сам факт в том, что клюнул на червячка. Прикольно. Отлично, червячка взял. Интересно. Пляшет. Не прогрузился даже. Ну. Вот так, ребятки, поняла, что рыбка стоит над дном где-то в метре благодаря диперу и наловила вот столько рыбы. Друзья, огонь же. Огонь. Сегодня целый день я ловила на такой монтаж, как инлайн. Как он вяжется. Здесь у меня идет вертлюжок с карабинчиком, на который я зафиксировала свою кормушку. Дальше у меня идет стопорок. Я просто завязываю петлю и петля в петлю надеваю крючок. Все. Это еще быстрее, чем патерностер. Может быть, это моя ошибка, а может быть и нет. Но кормила я вот такой вот большой кормушкой целый день, не уменьшая объем корма. Также я постоянно сегодня диповалась вот такими вот всякими ароматами, ванилькой. Свит-корн — это сладкая кукуруза. Периодически в кормушку я добавляла вот такую вот сухую ароматику, ванильку. Больше всего поклевок принесли именно они в разных сочетаниях. Находилась я на реке Свислочь. Бесплатный водоем. Абсолютно. Если там сейчас многие могут подумать, что это платник. Нет, это, ребятки, не платник, это бесплатный водоем. Но я могу вам сказать, что не факт, что вы приедете сюда и что-то поймаете. Если у вас нет выдержки, терпения, выносливости и пытливости, вы не любите открывать секретики, искать ключики, то, знаете ли, не в этот период сюда вам ехать. Возможно, дальше будет круче, но сейчас как-то тяжело было. Вы были на канале Контрольная рыбалка. Если вы еще не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи.